Продолжается шумная история вокруг Натальи Касперской, которая то ли пришла в ФСБ, ну, первая новость была такая, что она пришла в ФСБ, сказала, что они там ничего не понимают, и вот теперь Наталья, то есть со второй службы она говорила, это та, которая все блокирует, и вот какая-то такая странная новость была, что она типа с ними пообщалась, но вот они какие-то бестолковые. Здесь Наталья Касперская, вновь продолжение этой истории, вернее, Наталья Касперская заявила, что не обсуждала с ФСБ блокировки интернета. Не буду всю вам новость зачитывать, мы сейчас ее разберем более подробно, кто это такая вообще Касперская, я увидел по комментариям, что у людей есть определенные споры в отношении данной фигуры. Здесь она говорит, что она хотела встретиться, но ей это не удалось. В общем, что-то она там хотела, что-то не удалось. Давайте разберем, кто это такая, потому что я увидел полярные мнения. Некоторые говорят, что она просто удачно вышла замуж, все отжала у мужа, у Касперского. Кто-то говорит, что она такая продвинутая тетка, и вообще антивирус, и им многие пользуются, и ей благодарны. Разберем, как оно есть на самом деле. Наталья Касперская, фигура в IT-сообществе неоднозначная. И мое описание, я задал этот вопрос, довольно точно отражает два полярных взгляда на нее. Чтобы понять, дутая это фигура или реальный специалист, стоит разделить ее техническую базу, ее роль как бизнес-менеджера. Она IT-специалист или просто жена. С точки зрения образования, да, она специалист. 89 год она окончила МИЭМ, Московский институт электроники и математики. По специальности прикладная математика. Это серьезная техническая база, так что назвать ее просто женщина без знаний было бы преувеличением. Однако ее реальная сила появилась не в написании кода, а в продаже и управлении. В лаборатории Касперского, когда она пришла в проект, тогда еще отдел в компании Камиев, в 1994 году продажи антивируса составляли копейки. Именно Наталья выстроила дистрибуцию, открыла международные офисы и по сути превратила технические наработки Евгения Касперского в глобальный бренд. Евгений сам признавал, что без нее, без ее управленческого напора, компания вряд ли бы вышла на мировой уровень. После развода схема ее, типа все отжала у него, это упрощение сильно. Просто был такой комментарий, так что это, в общем, это упрощение. При разделе бизнеса в 7-11 годах она вышла из состава акционеров лаборатории, забрав с собой убыточную на тот момент, между прочим, дочернюю компанию InfoWatch. За годы ее руководства данная InfoWatch стала лидером российского рынка DLP-систем, защиты от утечек данных. То есть она доказала, что способна построить бизнес и без бренда Касперский. Дальше начинается любопытное. Государственница или цифровое сопротивление. Тут начинается самое, как говорится, то есть на фоне того, что нам рассказывают, что она там говорит, ничего не соображают, типа она в интересах народа, мол, да, вот хватит все блокировать. Не торопитесь с этим выводом. Касперская долгое время была и остается системным игроком. Она возглавляет ассоциацию «Отечественный софт», активно продвигает импортозамещение, известна довольно радикальными высказываниями, например, о том, что все данные россиян должны принадлежать государству или о вреде смартфонов. Картина рисуется. То есть она пришла во вторую службу ФСБ, если кому-то подумалось, что она там хотела сказать «не блокируйте людям», то я предположу, что она туда пришла и сказала «мало блокируете». То есть не очень они справляются. Блокировать надо тщательнее, товарищи. Так что, по крайней мере, это, само собой, проистекает из ее чудесного образа. Почему она вдруг заговорила против блокировок? То есть, вот в чем я сейчас сомневаюсь, давайте разберемся. Итак, как видно из ее последних комментариев, ее оппозиционность носит не политический, а прагматический характер. Блокировки через ТСПУ и другие механизмы Роскомнадзора начали мешать работе российских IT-компаний. Падают сервисы, блокируют, то есть она народу, значит, к ногтю. А вот чтобы не было побочек вот этих, с которыми уже все сталкивались, когда Роскомнадзор там сам себя блокирует. То есть вот ее критика, это критика того, кто хочет сожрать этот народ, но считает, что жрут плохо, надо ей подключиться. Падают сервисы, блокируются библиотеки, коды, инструменты разработки. Ее позиция сейчас «я патриот», то есть она хочет сожрать весь народ, это, видимо, патриот, но вы ломаете интернет. То есть, еще раз, она сожрать народ. Ладно, я образ рисую, что просто съедает людоедка. Давайте прямым текстом. Люди теряют бизнес, заработок, люди умирают от болезней, потому что не могут заработать на лекарства. И это я уже немножко, конечно, усугубляю картину, но картина так, что люди работают онлайн, те или иные фирмы, частные предприятия, либо фриланс. Вот из-за этих заглушек, из-за того, что борется с интернетом, люди не могут питаться. Она жрет, или там ее друзья и товарищи, с бюджета.
Вот в чем разница. То есть она-то с голоду не умирает, а народ тот, который работает на тех или иных фирмах, удаленщики, вот эти, то есть можно прямо сказать, что она поедает этих людей, потому что они с голода пухнуть будут. Так что она патриот, но вы ломаете интернет так, что наши собственные программы не могут работать. То есть она возмущается только тем, что их элитка от этого страдает. Вот и все. Это не защита прав человека. И от этого, кстати говоря, от этой позиции я бы очень сильно задумался, действительно ли ее талант, который вот вроде как признает искусственный интеллект, найдя эту информацию, действительно ли он ей принадлежит. Или она просто очень хорошо дружила. Слушайте, об этом даже как-то в комедии было. Когда, помните, там муж нашел красотку, да, а жену, которая со всеми умела договариваться, он там ее послал. И потом она ему просто трэш устраивает, ну, потому что у нее знакомство с различными влиятельными гражданами. Но потом его новая пассия решила этот вопрос, так же, как она с ним решает. Грубоватый там юморок немножко ниже пояса, с другой стороны, ну так это, видимо, и работает, и поэтому назвать ее каким-то монстром, менеджером, талантливым управленцем я бы не стал. Я бы сказал, что у нее, видимо, обзавелись какие-то связи, может быть, она чья-то родственника, не стал глубже копать, как говорил, так и говорю. Мне она безинтересна, она антинародна, на мой взгляд, ну, как бы объяснил почему. Это не защита прав человека, а защита работоспособности индустрии. Ее не интересует только индустрия, на костях плевать, в которой она делает деньги. Резюме, что значит на самом деле? Не пустышка, у нее есть, так что те, кто пишет, что у меня есть антивирус Касперского. У вас скоро интернет не будет благодаря Касперской. Ну, просто так люди писали где-то, уважительно к ней. Вы не забывайте, что тот, кто вам что-то преподнес, он же вас, зависит еще от того, что он из себя представляет. Ну, как я бы добавил. У нее есть и профильное образование, и доказанный талант жесткого кризис-менеджера, создать с нуля крупную компанию, пусть она создаст компанию где-нибудь, кроме России. Ну, хотя развивал, да, вот все-таки с этого начали. Но опять же, да, развивать можно по-разному. Одно дело с поддержкой из России, тех или иных связей, прямых, косвенных, теневых. Или ты действительно умеешь создавать бренды. А что она создала, кроме Касперского? Ну что она создала? Ну вот кроме этого она что-то создала, влилась. Я сейчас спорю, это вот это официальные новости, которые я читаю. Ну не новости, да, а подборка. Ну вот я высказываю свое мнение. А что она лично создала? Ну, кроме Касперского, не знаю, может быть, какой, я не знаю, Тиньков, кроме банка, создал пельмени, черт побери. Вот что такое человек, у которого коммерческая жилка. А у нее что? Антивирус, через который потом вам звонят мошенники, зная все ваши подробности. Предполагаю. Ну, или нельзя мне так предположить. Ее не интересуете вы, ее интересует система. Так, значит, не либеральный она борец, ее конфликт с ФСБ и РКН – это спор внутри системы, безусловно. Она, ну, уже нарисовалась картина, у меня, по крайней мере. Она защищает интересы своего бизнеса и отрасли от кривых технических решений. То есть, ну, плохо уничтожают народ, я так назову это. Политический окрас. Ее часто используют как говорящую голову для пропаганды цифрового суверенитета, но когда этот суверенитет начинает бить по ее карману и с сервером, она начинает огрызаться. Понимаю ее прекрасно, не считаю ее своим единомышленником, я не хочу есть людей, я людей люблю, к сожалению, возможно, это не популярно сегодня, но что уж поделать.